Приветствую вас на мастер-классе по вязанию торбы. И для начала хочу вас немного познакомить с конструкцией сумки. Сумка на круглом донышке. Дно вяжется столбиками с одним накидом. Каждый ряд закрывается и вяжем по правилу круга. Далее мы переходим на вязание стенок. Здесь у нас их 6. И между собой они сшиты полустолбиками без накида. Высоту сумки задают количество воздушных петель для стенок. Мы начинаем вывязывать каждую стенку из донышка. Вывязываем то количество воздушных петель, которое нам нужно для нашей высоты, которую мы задумали. И далее мы вяжем ряды не вертикальный, у нас идет набор высоты или рядности, да, а горизонтальный. И здесь тоже по определенным правилам мы будем прикрепляться к донышку. Таким образом, ничего потом дополнительно здесь внизу сшивать не надо. Мы просто провязываем то количество рядов, сколько у нас столбиков в донышке отведено для одной стенки. И потом, заканчивая вязание, приступаем к второй стенке, потом к третьей. И так всего 6 стенок. После этого мы их просто сшиваем полустолбиками без накида и вставляем в фурнитуру. Здесь у меня утяжка, она просто вставляется в стенки. Мы здесь не делаем никаких дополнительных там пропусков, потому что здесь узор в принципе такой дырчатый, да, здесь хорошо все вставляется. И фурнитура для ношения это может быть вот такая короткая ручка, чтобы носить сумку в руках, либо же плечевой ремень на плече, или это может быть сразу 2 ремня, и можно их менять в зависимости от настроения, да, как захочется носить. И здесь у меня не стоят кольца, я решила их не ставить, не перегружать уже сумку фурнитурой, поэтому можете еще поставить кольца, если это необходимо, или же оставить без них, как у меня. И давайте приступим к вязанию сумки. Для начала познакомимся с узором, сделаем замеры образца, если вы будете изменять размеры сумки. И после уже освоения узора будем приступать к вязанию донышка и затем вязанию стенок. И вот так выглядит узор в образце. Для узора набираем нечетное количество петель. Я наберу 13. Один, 2, 3, 13. Делаем одну воздушную петлю для подъема и провязываем первый ряд. Первый ряд это чередование столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля и так далее до конца ряда. При этом при провязывании воздушной петли внизу петлю мы одну пропускаем. Во вторую петлю от крючка вот первая, вот вторая. За верхнюю дужку воздушной петли заводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее делаем воздушную петлю, одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик без накида. Воздушная петля, одну пропускаем, в следующую столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Вот у нас остается последняя воздушная петля в цепочке. Заводим сюда крючок, достаем рабочую нить и провязываем столбик. Провязали первый ряд. Для перехода на второй и все последующие ряды делаем одну воздушную петлю. Переворачиваем полотно, и мы с вами на изнаночном ряду. Изнаночные ряды будут вязаться точно так же, как мы сейчас с вами провяжем этот ряд. Здесь мы начинаем ряд с воздушной петли, пропускаем верхнюю горизонтальную в предыдущем ряду, да, и здесь провязываем столбик под
воздушную петлю в первом ряду, которая у нас была, но провязываем не просто под верхнюю горизонтальную, да, под 2 дужки, а заходим вот именно в арку, вот сюда. То есть вот у нас ножка и потом верхняя горизонтальная. Дальше снова будем вязать воздушную и пропускать вот эту петлю, это петля верхняя от столбика, и дальше столбик без накида в этом ряду провязываем под арочку от воздушной петли, и в конце у нас будет 2 столбика без накида. Итак, делаем воздушную петлю, это первая петля во втором ряду, одну пропускаем, 1, 2, 3, третью, это первая верхняя горизонтальная во втором ряду, пропускаем, шагаем в следующую в арку, вот так, захватываем рабочую нить, провязываем столбик без накида, воздушная петля, одну пропускаем, под арку заходим и провязываем столбик без накида, пропускаем сюда. И так вяжем до конца ряда. И всегда мы будем провязывать теперь столбики именно под арку, под воздушную петлю предыдущего ряда. А верхнюю горизонтальную петлю от столбика будем всегда пропускать. И вот заканчиваем ряд 1 столбик и еще раз 1, последний. Все, изнаночный ряд закончили. У нас он начинался с воздушной петли, пропуск, потом столбик без накида, чередуем столбик без накида с воздушной петлей, и в конце провязываем 2 столбика без накида. Воздушная петля, переворачиваемся, и мы с вами на 3-м лицевом ряду. Лицевые ряды также вяжутся аналогично первому лицевому ряду. И здесь у нас столбик без накида, воздушная петля, одну пропускаем, вот арка воздушной петли предыдущего ряда, сюда столбик, да, и так чередуем столбик без накида, воздушная, столбик без накида, воздушная, точно так же, как и первый ряд мы вязали. Воздушная петля, и смотрим вот здесь внимательно. Вот у нас верхняя горизонтальная петля от столбика, а вот та воздушная петля первая, которая у нас была, и вот мы цепляемся под нее вот так и сюда провязываем последний столбик, так вот, вот так, еще ножку зацепим. Воздушная петля, и провяжу с вами еще раз 4-й изнаночный ряд. Все остальное будет вязаться аналогично. Лицевые провязываем так, как лицевые, а изнаночные аналогично изнаночным. Провязываем здесь, начинаем ряд с воздушной петли, одну петлю пропускаем, следующую под арку провязываем столбик без накида. Делаем воздушную, пропускаем одну петлю, заходим под арку, провязываем столбик и так далее. В конце у нас будет ряд заканчиваться изнаночный, 2 столбика без накида. Все, надеюсь, с узором вы уже познакомились, освоили его. И давайте будем приступать к вязанию донышка. Донышко у нас вяжется столбиками с одним накидом. Для этого мы сейчас образуем кольцо амигуруми и в него провязываем 12 столбиков с одним накидом. Формируем кольцо.
Сейчас провяжем 3 воздушные петли, сделаем закрепление кольца и заодно сымитируем первый столбик с накидом. 1. Дальше делаем накид. Кольцо провязываем, второй столбик с накидом. Делаем накид, дальше провязываем сюда третий столбик. Раз, два, три. Накид, в кольцо четвертый столбик и так далее, пока не провяжем сюда всего 12 столбиков. И 12, последний столбик. Все, проверим еще раз, чтобы было 12 столбиков. Вот первый столбик, второй, третий, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше затягиваем кольцо, затягиваем максимально плотно, чтобы стянуть отверстие. И сейчас будем закрывать ряд. Для этого находим первую горизонтальную верхнюю петлю. У нас их всего, вот этих петель горизонтальных верхних, их у нас 11, столбиков 12, но петель 11, потому что первый сымитированный столбик, он у нас без вот этой шляпки, да, верхней. Верхняя горизонтальная петля столбика всегда находится правее, да, она вот большая ее часть лежит справа столбика, то есть вот второй столбик, а вот его верхняя горизонтальная петля. Вот наш первый столбик, но здесь верхней горизонтальной петли нет, поэтому мы ее сейчас сымитируем. И мы должны зайти в первый верхний горизонтальный столбик, а это вот он, да, от второго столбика. Значит, заводим крючок сзади с изнаночной стороны вперед под верхнюю горизонтальную петлю подобие дужки. Вот эту петельку мы переводим к петле и выводим назад с помощью крючка. Дальше слегка вытянем петлю и обходим слева направо наш круг. Вот этот хвостик мы тоже вытянем. Вот так получилось. И сейчас просто берем за рабочую нить, вот она у нас, и затягиваем петлю. Узелок у нас уходит под верхнюю горизонтальную. Так, и сейчас просто потянем за рабочую нить, чтобы выровнять соединение. И сейчас покажу, как разъединить ряд, если вдруг это будет необходимо. Итак, смотрите, вот узелок, который у нас уходит под верхнюю горизонтальную. И справа от этого узелка есть ниточка, да, вот наша рабочая нить, вот она. Мы заводим крючок под эту рабочую нить, тянем за нее, затем вот от этого узелка справа и слева есть ниточка. Мы теперь вот захватываем эти две нити и тянем за них, таким образом вытягивая петлю. Вот немножко вытянули, и все, достаточно. Теперь перемещаемся на петлю, тянем за нее. Так вот тянем, тянем. Вот рабочая нить у нас пошла, а это петля, которую мы обходили. Мы обходили слева направо, сейчас идем справа налево в ту же сторону. Переводим петельку и вот так вот ее выводим. Вот так мы вернули
все на место. И обязательно себя проверьте, чтобы у вас получилось 12 верхних горизонтальных петель, да, и 12 столбиков. И во втором ряду мы должны выйти на 24 столбика, то есть удвоить каждую петлю, в каждую сделать прибавку, провязать в одну точку 2 столбика. Вот этот кончик от соединения я во втором ряду буду вязывать, поэтому поднимаю его на уровень верхних горизонтальных петель. И сейчас по ходу вязания буду вязывать просто. Начинаю с вот этого столбика. Вот у нас узелок от соединения уходил. Да, вот сюда мы делали прикрепление ряда, это наша верхняя горизонтальная. И сюда же я начну провязывать первые столбики. Итак, вяжем первую петлю. 2 столбика с накидом, и первый столбик имитирую таким образом. Завожу крючок под рабочую нить, делаю такой накид, крючок ввожу в первую петлю, при этом кончик, хвостик от кольца у меня тоже на крючке. Все это придерживаю, забираю рабочую нить, 2 петли на крючке, провязываю вместе и делаю еще одну петлю воздушную. Таким образом получаю имитацию столбика с накидом. Дальше накид, и в эту же точку провязываю второй столбик с накидом. Вот первая прибавка. Дальше в следующую петлю тоже делаем прибавку, 2 столбика с накидом. Кончик у меня здесь лежит на столбике. На петле точнее, 1 и сюда 2. Вторая прибавка. Вот у нас уже 4 столбика. И дальше так вяжем до конца ряда. Всего у нас должно получиться 24 столбика. Делаем удвоение каждой петли предыдущего ряда. Так, вот у нас остается 2 верхние горизонтальные петли. Одна из них сымитированная нашим соединением. И сюда вот в последнюю, в имитацию, мы провязываем вот таким образом. Вот у нас спереди лежат 2 ниточки. Мы под них заходим, да, не вот туда дальше цепляя еще нить, а только вот под 2, которые спереди, ближе к нам. Здесь уже кончик, этот хвостик я оставляю, не буду его уже больше вязывать. И сюда провязываю последнюю прибавку во втором ряду. Все, провязали второй ряд. Перед тем, как закрыть ряд, пожалуйста, обязательно проверьте, получилось ли у вас 24 столбика, везде ли вы сделали прибавку. Если где-то что-то провязали лишнее или не довязали, пожалуйста, вернитесь к этому месту, исправьте ошибку. И после того, как вы убедились, что все уже правильно у вас провязано, 24 столбика, делаем закрытие ряда. Точно так же, как и в первом ряду. Высвобождаем крючок из петли, слегка вытягивая петлю. Находим первую верхнюю горизонтальную петлю. Вот наш первый столбик. Да, помним, что справа должна верхняя горизонтальная быть, ее нет, как мы здесь видим. Вот первая горизонтальная от второго столбика, это вот она. И сейчас под нее заходим сзади вперед, забираем петлю, выводим ее назад и так закрываем ряд и плюс имитируем верхнюю горизонтальную для нашего первого столбика. Вытягиваем, петлей обходим круг слева направо, вот так пропускаем его в петлю. Так, и здесь просто за рабочую нить тянем. Раз. Сильно не перетягивайте, чтобы узелок был с изнаночной стороны. И теперь вот здесь тянем, поправляя
соединение. Все, смотрите, тут не перетягивайте сильно, чтобы все было естественно и не затянуто. Завершили вязание второго ряда. И приступаем к вязанию третьего ряда. В третьем ряду мы должны получить 36 столбиков с накидом. Для этого мы должны прибавку сделать через один столбик, для того, чтобы равномерно расширить круг. И сейчас остановлюсь немного подробнее на правиле вязания круга. Здесь у нас начало было 12 столбиков. Соответственно, по правилу круга мы должны расширять каждый ряд на плюс 12 столбиков. Определять вот эти прибавки равномерно. То есть вот первый ряд 12, второй ряд мы сделали прибавку в каждую петлю, получили, да, 24, 12 плюс 12, 24 столбика. Мы прибавили здесь 12 петель. Дальше в третьем ряду мы должны тоже прибавить 12. Для этого мы делаем прибавку через один столбик, для того, чтобы равномерно прибавить 12 столбиков. Провязываем один столбик, прибавка, один столбик, прибавка и так далее по кругу, получаем 36. В следующем ряду мы должны получить еще плюс 12, а это 48. И здесь уже нам нужно будет делать прибавку через 2 столбика и так далее. В каждом ряду мы увеличиваем вот этот интервал между прибавками. Сейчас вот 1, потом будет 2 прибавка, потом 3 прибавка, 4 прибавка, 5 прибавка и так далее. Все на самом деле логично и очень просто. И давайте сейчас приступим к вязанию третьего ряда, потом еще пару рядов провяжу с вами и самостоятельно уже завершите донышко сумки. Вот с этим кончиком мы сейчас после третьего ряда, я вам покажу, что мы будем делать. Начинаем вязать также вот в эту петлю, куда мы делали соединение, и начинаем с одного столбика. Один столбик, потом сделаем прибавку. Делаю имитацию столбика, накид, вот в эту петлю захожу. Провязываю 1 и 2. Первый столбик провязан. Дальше в следующую петлю провязываю 2 столбика, делаю прибавку. Дальше провязываю 1 столбик. В следующую 2. Прибавка. 1, 2. Так чередуем до конца ряда, встречаемся в конце. Так, сейчас мы должны соединить ряд. Обязательно не забывайте проверить, все ли правильно вы провязали, получилось ли у вас 36 столбиков. И когда вы убедились, что да, все верно, делаем закрытие ряда. Аналогично, как и в предыдущих рядах. Вот первая горизонтальная петля. Заводим крючок сзади вперед. Петлю переводим к крючку и выводим назад. Обходим круг и затягиваем рабочую нить вот так. И теперь тянем здесь. Все, закончили вязание третьего ряда. И сейчас обрежем кончик и опалим его зажигалкой, приклеим к полотну. Приступаем к вязанию четвертого ряда. В четвертом ряду мы чередуем прибавку через 2 столбика и по кругу получаем 48 столбиков с накидом. Начинаем ряд, как обычно, имитируем столбик и провязываем в начале 2 столбика, а затем сделаем прибавку.
И подходим к концу четвертого ряда, провязываем 2 столбика и прибавку. И сейчас мы должны проверить, все ли правильно мы провязали, получилось ли у нас 48 столбиков. И закрываем ряд, как обычно. Итак, следующий ряд у нас пятый. В пятом ряду мы должны получить 60 столбиков по кругу и прибавки чередуем через 3 столбика. Здесь вы уже можете начинать работать самостоятельно. Пятый ряд я только что проговорила, как мы будем вязать. Шестой ряд у нас прибавки чередуются через 4 столбика, и мы получаем 72 столбика. И если вы хотите больше диаметр, чем у меня, то вы просто дальше продолжаете расширять круг, опираясь на правила круга. Да, то есть если это будет у вас 7-й ряд, то вы будете чередовать прибавку через 5 столбиков, если 8-й ряд через 6 столбиков и так далее. В каждом ряду интервал увеличивается на 1 столбик между прибавками и прибавляется всегда в каждом ряду по 12 столбиков. Все, пожалуйста, провязывайте 5 и 6 ряды самостоятельно, либо то количество рядов, какого диаметра вы хотите дно для вашей сумки. Опирайтесь на схему в инструкции и встретимся с вами на завершении 6-го ряда. Покажу, как делать имитацию последней верхней горизонтальной петли. И я уже провязываю последние столбики в 6-м ряду. Сейчас вместе с вами покажу, как делать имитацию петли и завершить вязание донышком. И здесь освобождаю крючок, врезаю ниточку, оставляю кончик подлиннее, примерно вот так. Полностью вот эту петельку достаю, водный кончик, завожу крючок под первую верхнюю горизонтальную, так же как и при присоединении, сзади вперед, захватываю вот этот кончик, перевожу его назад и здесь вывожу полностью. И теперь вот так вот сымитирую верхнюю горизонтальную и уведу ниточку туда, откуда она выходит. С изнаночной стороны захожу не просто под верхнюю горизонтальную петлю, а цепляюсь еще за вот эту шляпку. Завожу крючок сюда, в центр верхней горизонтальной, и захватываю ниточку. Захватываю ниточку, ввожу ее вниз. И здесь слегка затяну, чтобы получить такой же размер, как и у остальных верхних горизонтальных петель. И здесь просто в произвольном порядке начинаю уводить кончик. И после того, как донышко связано, мы его отпарили, хорошо оно высохло, можно приступать к вязанию стенок. Все расчеты и цифры по тому, сколько количество столбиков у нас должно быть для стенки, сколько стенок может быть в том или ином ряду, это все я оставлю в инструкции, так вы сможете связать в принципе любого размера сумку, и это может быть разные вариации, да, это может быть 8 стенок, может быть 4 стенки, а может быть и 2, поэтому
Здесь я буду показывать с 6 стенками, отталкиваясь от 6 ряда. И считаю так: в 6 ряду 72 столбика. Я хочу 6 стенок, соответственно 72 я делю на 6 и получаю 12. То есть 12 столбиков у меня должно выделяться для каждой стенки. И я размещаю донышко лицевой стороной к себе. И здесь буду сейчас отмечать начало первой стенки и конец первой стенки. Нахожу прибавку. Вообще в любом месте можете начать. Главное, вот смотрите, нахожу прибавку. И начало первой стенки у меня будет с левого столбика прибавки, с верхней горизонтальной петли. Вот правый столбик прибавки, а вот левый столбик прибавки. Мы помним, что верхняя горизонтальная у нас всегда лежит справа столбика. Вот она, к этому столбику. Значит, вот здесь у меня будет начало. Поставлю сюда маркер, это просто кусочек шнура. Дальше отсчитываю 12 петель. Вот первая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот здесь это правый столбик прибавки. Вот его верхняя горизонтальная. Здесь будет конец стенки. Сюда тоже поставлю маркер. И тут все идет уже очень логично. Начало у нас всегда будет с левого столбика прибавки. Да, вот здесь будет начинаться уже вторая стенка. Вот заканчивается первая, а здесь начинается вторая. Отсчитываем вот 1, 2, 3, 4, считаем 12. И вот у нас получается через одну прибавку мы приходим к прибавке. И вот здесь вот в правом столбике у нас будет завершаться вторая стенка, а в левом начинаться третья стенка. И так далее. Всего у нас 6 стеночек. Вы можете определить, да, каждое место, где у вас будет начинаться и заканчиваться стенка. Я вот помечу пока что вот эти две точки, начало и конец первой стенки. И приступаем к вязанию. Донышко располагаем к себе лицевой стороной. Да, вот это изнаночная. Это лицевая. Завожу крючок в первую точку. Левый столбик прибавки. Верхняя горизонтальная. Будем вязать за верхние горизонтальные петли. Беру шнур и прикрепляю сюда первую воздушную петлю. Захватываю рабочую нить, петля на крючке и провязываю ее. Это будет первая воздушная петля. Кончик слегка пока буду придерживать, чтобы не расползалась петелька. И для нашего узора необходимо набирать нечетное количество петель. Я определила, что для высоты, которую я хочу, это примерно 20 сантиметров, мне нужно набрать 27 воздушных петель. И вот первую я уже провязала воздушную петлю. Дальше вяжу вторую, третью. И 27. И если вы хотите сумку большей высоты, соответственно, вы должны провязать еще больше петель. Это все вы можете рассчитать по образцу. Самое главное, это должно быть нечетное количество. И далее мы будем вязать узором, который мы с вами провязывали в образце, и постепенно прикрепляться к донышку. Разворачиваю вот так вот наше изделие и делаю воздушную петлю, провязываю первый ряд. Первый ряд узора, помним, мы чередуем столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, и так до конца ряда. В конце ряда у нас столбик без накида, и провязываем. Воздушную петлю сделали, вяжем за верхнюю дужку воздушной петли, провязываем столбик без накида,
воздушная петля. Пропускаем одну петлю, следующую провязываем столбик без накида. Здесь смотрите, чтобы у вас ничего не прикрутилось. Вот так вот расположить ровненько все. Так, столбик без накида, воздушная. Одну пропускаем, и вот последняя точка, куда мы должны провязать столбик, это наша первая воздушная петля. Здесь, смотрите, я вот так вот накладываю кончик, если надо, его чуть-чуть подтяну, накладываю его на крючок и таким образом слегка его ввяжу вот в этот столбик. Чуть-чуть еще подтянуть можно. Все, провязали первый ряд. И тут смотрите такое правило. Если вот мы сейчас с вами провязали первый ряд, то мы должны присоединиться в первую точку, да, в первый столбик из 12. Соответственно, вот этот первый ряд мы присоединим в ту же точку, откуда мы начинали воздушные петли, потому что воздушные петли, они не считаются за ряд. Значит, мы присоединим сейчас вот этот первый ряд в первую верхнюю горизонтальную петлю из 12. Значит, в эту же точку заводим крючок и с полустолбиком без накида присоединяемся вот так вот. Все, первый ряд у нас присоединен. Дальше вяжем второй ряд. Для того, чтобы начать вязать второй ряд, мы проходим с вами во вторую верхнюю горизонтальную петлю из 12 и делаем также полустолбик без накида, да, соединительный столбик. И сейчас мы можем уже приступать к вязанию второго ряда. Так, я уже уберу вот этот вот маркер, чтобы он не путался здесь. И второй ряд начинаем мы с воздушной петли. Делаем воздушную петлю, соответственно, здесь пропускаем верхнюю горизонтальную одну. Вот самая первая верхняя горизонтальная, да, или последняя, которая у нас была провязана столбиком. Мы ее пропускаем. Давайте здесь поподробнее, чтобы вы не запутались. Вот если перевернуть так, вот смотрим, вот наш последний столбик, который мы провязали, да, вот его верхняя горизонтальная петля. Вот это вот все, это идут у нас присоединения. Вот мы присоединили первый ряд, здесь мы перешли на второй ряд, а это наша воздушная петля во втором ряду. Значит, вот эту верхнюю горизонтальную мы пропускаем, вяжем столбик вот сюда, да, под арку, вот сюда, под арку воздушной петли. Вяжем раз, дальше воздушная петля, одну петлю пропускаем, в арку вяжем столбик и так далее до конца ряда. И помним, что в конце изнаночного ряда у нас 2 столбика без накида. Делаем воздушную и остается провязать 2 столбика без накида. Вот одно пропускаем и провязываем сюда в арку и в верхнюю горизонтальную. Все, провязали второй ряд. Делаем воздушную петлю, переворачиваемся и вяжем третий ряд лицевой. Начинаем со столбика без накида и чередуем до конца ряда с воздушной петлей. Так, подходим уже к концу. Делаем воздушную петлю, пропускаем одну петлю и вот сюда
под арку, под воздушную петлю предыдущего ряда провязываем столбик. И мы провязали третий ряд, соответственно, нам его нужно сейчас прикрепить к донышку. Если это третий ряд, значит мы его прикрепляем в третью петлю из 12. Вот раз, два, три. Вот третья петля. Сюда присоединяем этот ряд соединительным столбиком. И дальше у нас будет четвертый ряд. Мы должны перейти в следующую петлю. Делаем в четвертую петлю соединительный столбик. И теперь переворачиваемся на изнанку и можем провязывать четвертый ряд. Четвертый ряд начинается с воздушной петли. И здесь пропускаем одну петлю, следующую провязываем под воздушную петлю в арку, столбик без накида. Дальше воздушная, столбик без накида, воздушная, столбик без накида. И так до конца ряда по узору. Подходим к концу. В конце у нас 2 столбика без накида. Раз, два. Все, провязали четвертый ряд. Делаем воздушную петлю, переворачиваемся на лицевую и провязываем лицевой пятый ряд. Делаем воздушную и провязываем последний столбик под воздушную петлю предыдущего ряда. Пятый ряд провязали и присоединяем пятый ряд в пятую петлю донышком. Вот сюда. Соединительный столбик. Да, вот смотрим, вот раз, два, три, четыре, пять, все правильно. Все, присоединили пятый ряд, переходим на шестой ряд, заходим в шестую петлю донышка, делаем соединительный столбик, да, как будто бы имитируем петлю подъема, переворачиваемся и провязываем изнаночный ряд, начиная с воздушной петли. В конце столбик, столбик. Провязали шестой ряд, делаем воздушную петлю. И дальше, начиная с седьмого ряда, я думаю, что вы уже самостоятельно сможете довязать до конца стенку. В конце у нас будет просто переход на изнаночный ряд, и мы вверху закончим вязание стенки. У нас будет всего 12 рядов. 12 ряд это изнаночный ряд, поэтому вот как мы сейчас закончили шестой ряд, вот таким образом у вас будет окончание стенки. То есть мы сейчас вот седьмой ряд провяжем, присоединимся в седьмую петлю донышка, да, закрепим седьмой ряд, затем сделаем соединительный столбик в восьмую петлю и будем вязать изнаночный восьмой ряд. И так далее до конца. Просто в конце вот вы провяжете, сделаете присоединение 11 ряда лицевого, подниметесь в 12 последнюю петлю донышка, провяжете изнаночный 12 ряд стенки и закончите вверху вязание. Встретимся в конце 11 ряда, прикрепимся к донышку, перейдем на изнаночный ряд в 12 петлю донышка, да, в последнюю, которая предназначена для стенки, и провяжем быстренько ряд и закончим. Так, и я вот уже подхожу к концу вязания 11 ряда, присоединяю в 11 петлю донышка
соединительным столбиком 11 ряд. Дальше захожу в 12 петлю донышка для подъема на 12 ряд и таким образом присоединю 12 ряд к дну. Все, и теперь провязываю последний ряд. И заканчиваю ряд 2 столбиками без накида. Все, стеночку еще так вот подтяните, чтобы все выровнять. Вот такое идеальное присоединение у нас получается. И сейчас высвобождаем крючок из петли, обрезаем кончик. И сейчас будем просто прятать кончик на изнаночной стороне. Вот изнаночная сторона. Просто в произвольном порядке между столбиками пропускайте ниточку в сторону, вниз. И вот этот хвостик от начала цепочки мы тоже ведем между столбиками. Все, первая стенка готова. Дальше переходим к вязанию второй. Вяжем все точно так же. Мы провяжем вот вторую стенку, да, потом свяжем третью, четвертую, пятую и шестую. А потом мы будем их уже сшивать соединительными столбиками. Еще раз про начало и конец. Здесь у нас заканчивается первая стенка. В левом столбике, в его верхней горизонтальной петле начинается вторая стенка. Это начало цепочки воздушных петель. Еще раз с вами сделаю. И соединяем нить. Провязываем первую воздушную петлю. И дальше вяжем 27 воздушных петель. Всего у нас должно быть. 27. Делаем воздушную петлю. И провязываем первый ряд. Столбик без накида. Воздушная. Столбик без накида. Воздушная. Столбик без накида, воздушная, и заканчиваем столбиком без накида. Вот это пропускаем. Первая воздушная петля, которую мы провязали, в нее мы провяжем столбик без накида. Кончик мы накидываем на крючок вот так и вяжем его в столбик. Первый ряд закончили. Лицевой, и мы его должны присоединить в первую петлю из 12.
оттуда, откуда мы начинали вязать цепочку воздушных петель, в эту же точку мы заходим, достаем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. Присоединили первый ряд. Дальше переходим к вязанию второго ряда. Заходим во вторую петлю из 12 донышка, делаем столбик соединительный. Он также выступает петлей подъема для второго ряда. Переворачиваемся, делаем первую воздушную петлю во втором ряду, пропускаем столбик и в арку воздушной петли вяжем столбик без накида, воздушный столбик без накида и так далее до конца ряда по узору. И я надеюсь, что все уже тут понятно, все вяжется точно так же, как и первая стенка. Самое главное, не упустите вот этот вот первый ряд, что мы присоединяем его в первую петлю из 12, именно туда, откуда у нас начинается вязание цепочки воздушных петель. Все, а потом просто вот уже присоединили лицевой ряд, сделали в следующую петлю соединительный столбик, да, как будто бы уже присоединили второй ряд, сделали основу для него, и также дополнительно еще петлю подъема, и вяжем изнаночный ряд. Далее переходим на вязание лицевого ряда, приходим к донышку, присоединяемся, если это лицевой третий ряд, значит присоединяемся в третью петлю донышка, делаем соединительный столбик в четвертую петлю, делаем основу для четвертого изнаночного ряда, переворачиваемся, вяжем изнаночный и так далее. Всего у нас получается 12 рядов стенки, 12 рядов узора, и вот здесь 12 столбиков задействованы для основы стенки. Все, пожалуйста, самостоятельно провяжите так, чтобы у вас получилось 6 стенок, и встречаемся с вами на сшивании. И вот что у меня получилось. Все 6 стенок вывязаны. И сейчас остается отпарить и сшить между собой стенки. И приступаем к сшиванию. Сшивать мы будем на лицевой стороне. Петельки захватываем сначала от правой стенки, потом от левой, и попарно провязываем их соединительными столбиками и сшиваем крючком. Для начала выведем рабочую нить на лицевую сторону. Для этого я вот сюда заведу крючок и захвачу рабочую нить, выведу ее вперед. И дальше здесь все очень логично и просто. Заходим под крайнюю петлю правой стенки, затем под крайнюю первую петлю левой стенки. Вот она. Крючок у нас с изнаночной стороны цепляет рабочую нить. Проводим сквозь все петли на крючке. И провязали вот первый соединительный столбик. Дальше заходим в крайнюю петлю правой стенки, затем в крайнюю петлю левой. Здесь у нас был пропуск, и мы вот прямо сюда в это отверстие и заходим, да, не цепляем, не стараемся зацепить вот самые крайние петельки, а вот прям туда внутрь и пройдем. Итак, у нас должно получиться 27 точек соединения, да, столько, сколько столбиков провязано в каждой стенке.
Так, вот такое соединение у нас получается. И продолжаем до конца ряда. Так, остается вот 3 точки соединить. 2 и последняя, 3. Обрезаем нить, оставляю кончик подлиннее, для того, чтобы было удобно прятать и спрятать нить подальше. Высвобождаем кончик и прячем на изнаночной стороне. Зацепим вот так вот ниточки, самые верхние, и через них выведем кончик на изнаночную сторону. И здесь уже в произвольном порядке уводим нить между столбиками. Первую пару стенок соединила. Так вот оно все получается. Образуется здесь вот такая красивая сборка, форма. И дальше просто по аналогии соединяйте остальные стеночки. После каждого соединения прячьте кончики, чтобы было удобно. И просто в конце, когда вы будете соединять последнюю пару стенок, чуть-чуть соедините пару, да, и вернитесь к кончику, сразу его здесь спрячьте. И все, и дальше уже продолжайте соединять, закончите, чтобы вам просто не выворачивать лишний раз сумку, не делать лишних движений. И сразу же, ну вот, примерно чуть треть провязали и спрятали хвостик, чтобы было удобнее. Все, и соединяйте так самостоятельно, пожалуйста. Итак, все, сумочка собрана. Сейчас вставим утяжку и прикрепим плечевой ремень, либо другой ремень, который вы захотите. И на этом сумка готова. Я располагаю утяжку, ну, примерно по центру, ориентируйтесь. Ну, отступаю. Вот второй столбик, который так хорошо виден, да, вот, раз, два. Примерно вот так. И вставляю с двух сторон от этого столбика с лицевой на изнаночную сторону. Здесь распределяем ровно. Так. Все, и теперь иду на другую стенку, захожу с изнанки на лицевую. И с лицевой на изнанку. И вот эта стенка будет у меня центральной. То есть вот завели в эту, прошли полностью в две. И в последнюю сюда только один раз зайдем с изнанки на лицевую. Так. Все, и выведем вот этот кончик к этому.
Все, и последний раз достаем чашку. Так, поправляем, если что-то перекручено где-то. Поначалу оно будет туговато стягиваться, потом со временем подрасслабится. И остается прикрепить ремень. Это может быть короткий ремешок, либо длинный, а может быть сразу оба. Тут уже как вы захотите. Можно сюда вставить кольца разъемные. Я этого не делаю, просто прикрепляюсь. Вот у нас эти отверстия при сшивании, которые были. Я прикрепляюсь вот в самое такое первое, ближе к краю. Все, сумочка готова. Внутрь можно вшить подкладку по желанию. Размер также может быть побольше, если вы захотите. Ориентируйтесь на описание в инструкции. Большое вам спасибо за внимание, за то, что проявили интерес к этой модели. Мне это очень приятно. Желаю вам связать много таких сумок, получать много на них заказов, либо вязать для себя и для своих подружек. Надеюсь, скоро что-нибудь интересное еще с вами повяжем. Все, всем пока-пока!